Ой, замечательно пахнут, необыкновенно пахнут вот эти прекрасные цветы. И мы уже вам показывали, как мы их выращиваем для сидератов. И планировали мы бархатцы именно как сидераты измельчить и закопать, запахать в землю. Но так как у нас произошел очень интересный эксперимент, и этот эксперимент связан с картофелем, то мы меняем тактику и меняем свое решение, и, естественно, другие будут действия. А почему? Мы весной этого года, у меня были, вот остались немного вот бархатцев. На 2 ряда картофеля хватило. Я вот эти сухие бархатцы измельченные как раз взяла их, посыпала в ряды, где высаживала картофель. И у меня вот посмотрите, вот этот картофель, именно Иван да Марья, посажен вот эти 2 ряда вместе с бархатцами. И там немножко у меня было хризантемы. Вы посмотрите, когда мы стали копать, во-первых, меньше всего они были поражены, эти картофельные, во-первых, вредителем картофельной молью там было меньше всего, где-то до 10%. И этот картофель, замечательный картофель, практически без болезней. Вот он целенький, красивый, ровный, вот благодаря вот этому прекрасному растению, которое не только красиво, вот оно, когда оно цветет, оно и хороший сидерат, но еще и очень хорошая защита картофеля от различных заболеваний и болезней. Поэтому мы сейчас будем совсем другое дело делать. Мы будем по-другому его измельчать. Мы будем сейчас собирать кусты целиком. Ну а далее мы вам покажем все наши действия, что мы будем делать и зачем мы это будем делать. Вот какой отличный урожай бархатцев в этом году. И, естественно, еще есть. Сегодня у нас 23 сентября. А вот какая красота, еще арбузы и дыньки есть. Небольшие, но они есть, они созрели. Бархатцы их сохранили от сильного солнца. И вот так они вот здесь находятся. Ну а мы продолжаем сбор бархатцев. Что мы делаем и как мы делаем, смотрите. Вырываем растение бархатцев полностью с корнем. Почему корень очень ценный, тоже вот именно от корней наиболее эффективный как раз результат получается. Ну и все растение сейчас отправляем измельчать. Сюда идут все абсолютно бархатцы, и чуть-чуть подсохшие, и зеленые. Все как раз пойдет на ценные защитные удобрения. Хорошо измельчает как раз. И легко и быстро будет сушиться. Отлично. Вот такая красота. Кстати, вот и семена сразу же будут, если зрелые, они потом будут сходить у нас и сразу же будут по картофелю новые растения, новые сидераты. Ну вот так мы сейчас будем все измельчать. Вот так уже измельченные бархатцы выглядят уже во дворе. Здесь как раз снизу цемент. И весь состав, то есть от корней, даже остатки земли с корнями, все это очень ценно, цветочки, все это очень-очень ценно для того, чтобы использовать именно бархатцы как удобрение. Это ценность как сидератов, но вот как удобрение, как фунгицид, как инсектицид и гербицид. И все эти слова имеют перед собой одно важное слово. Это все растительные защитные вещества, которые могут нам помочь справиться с выращиванием в таких неблагоприятных условиях, с выращиванием картофеля. Но пока имеем опыт именно по картофелю и добавляем. Чем же цены эти замечательные цветы? Я провела исследование, и вот такие данные у меня есть. Химический состав бархатцев.
оцитамин, апенин, лютеин, алкоиды, цитраль, флавоноиды, каротин, пигменты, фитонциды. И еще очень важно, очень ценно в этих самих в растениях, начиная с цветочков, заканчивая корнями, здесь есть много железа, меди, кальция, магния, фосфора, цинка. И заметьте, очень много тоже золота. Вот почему можно назвать это растение бархатцы, золотой цветок. И здесь же есть витамины А, Е, С, витамин П, фолиевая кислота. Ну и еще есть другие важные составляющие этого растения. Но я хочу вот более подробно остановиться на некоторых веществах, составляющих как раз вот это растение. Но очень ценно оцитонин, вот он как раз находится в цветочках. И именно в цветах 50%, а в остальной части растения это как раз находится в стеблях и листьях, и даже часть в корнях. Но в корнях больше всего тиофена. А вот это как раз свойство и цветов, и корней, очень важное свойство для защиты картофеля и других овощных растений от грибковых заболеваний. Это то как раз, что волновало именно картофелеводов, которые занимались выращиванием картофеля и получили в этом году вот такой печальный результат. Разные гнили, разные грибковые заболевания, и они уничтожили картофель. Вот как раз вот это один и второй элементы вещества как раз очень важны для защиты растений во время вегетации и затем для защиты самих клубней картофеля. Еще очень интересное, вот я хочу еще поделиться вот наблюдением, лютеин и цитраль, очень похожий состав, да, здесь формула составляющая как раз одинаковая, только количество разное, С40H56O2, это лютеин, и цитраль, С10H16 и снова же кислород, О, это антисептик, противовоспалительное вещество. Далее очень важный как раз антиоксидант – это каротин. Вот. Это очень тоже ценное вещество, которое нужно для растений овощных. А вот эти кусты бархатца у меня оставлены для семян. Я буду обязательно собирать семена и на следующий год тоже вот так зимой рассыпать, и чтобы иметь хорошую рассаду. Но давайте вернемся к растениям, которые у нас уже измельчены и находятся во дворе. Ну вот я более подробно рассказала о составе, химическом составе вот этих замечательных растений. Теперь моя задача, мы перед сбором не поливали 2 недели, они такие вот просохшие, но вот сейчас как раз нужно еще влага есть, нужно обязательно все это разложить по вот этому двору нашему и их хорошенько просушить. Просушиваем, смотрите, видите, и корни здесь. Как раз все у нас сохранилось, все в работе. В измельченном виде и высохшем они очень легко складываются в мешки. А затем я эти мешки отправлю на горище. Потому что на горище, и причем нужно их будет подвесить повыше, потому что мыши их тоже любят. Вот, так как все равно есть кошки, но нужно будет обязательно еще предусмотреть подальше от мышей, чтобы и там у нас на горище сухо, чтобы растения не испортились. Вот такой работой сейчас я занимаюсь, очень важной работой. Важно не только вырастить, но еще очень важно подготовить это растение к тому, чтобы оно стало отличным органическим удобрением, фунгицидом, инсектицидом, гербицидом. Кстати, гербицид, это вы видели на участке, там уже травы нету. Там, где бархатцы растут, там травы нету. Вот так, великолепные, замечательные, красивые вот эти цветы, которые как раз выращены с 3 кустиков в
именно красных. Вот какие расщепления и какие красивые они получились. Так вот, с красных выращены вот эти бархатцы, чернобрывцы, получили вот такую разную расцветку. Красивые, замечательные букеты. Сейчас эти букеты будут превращены, как раз уже превращены в то ценное удобрение и защитное удобрение для картофеля, который будет высажен именно уже весной следующего года, 2020 года. Ну а мы продолжаем собирать урожай вот этих замечательных цветов, измельчать и прощаемся с вами Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили это видео для вас, для наших зрителей. Лайкайте, комментируйте и, естественно, подписывайтесь на наш канал. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.